Здравия. Сейчас расскажу самую распространенную схему, как кидают на бабки в крипте. На примере очередного канала лохотрончиков под названием «Еще не поздно». Пруфанется тема попозже. Все, кто поведется, будут побриты. Все это уже видел неоднократно. Скоро булран и жулики всех мастей активировались. Оплачивают рекламу, заманивают хомяков, вызывают доверие. Дело было так. По рекламе в игрушке в Телеграме. У них сейчас раздают бабки даром. Подписался на канал. Там оказалась кое-какая полезная информация для другой игрушки. Остался, общался, вроде адекватно все было поначалу. Как-то раз админ показал отфотошопленное чудо чудное. На фьючерсах 97% выигрышных ставок за примерно 600 сделок. Его сигнальщика. Я в тот момент просто сказал, что это миф. Так не бывает. Убыточно, оплачивая сразу комиссию, такую статистику, конечно, можно быстро сделать и показать пару удачных сделок. А на реальной торговле пережить даже с первым плечом фьючерсы с таким счетом весьма нетривиальная задача. Из-за оплаты комиссии раз в 8 часов тяжело пересидеть залипания. Они неизбежны, длятся месяцами. Такой процент угадайки нереален. Сразу становишься олигархом, и тебе никто уже не нужен. Не говоря уже о какой-то там сигнальной группе, чтобы обогатить кого-то еще. Как бы они ни булькали ртом дальше, это просто развод на бабло. И естественно, тут все не так. Аттракцион невиданной щедрости и доброты. Вам просто хотят дать денег. Подобные, сильно опытные шарящие люди обычно работают на богатых людей. И то, судя по моему общению, там также есть ошибки. Показать такой процент не могут даже самые опытные, получающие откаты в 10 тысяч долларов и более за сигнал. На канале спустя время пошла замануха в сигнальную группу. Само собой написал в чатике, что вы собираетесь брить хомяков на фьючерсах. Знаете, присутствует совесть и все такое. Вдруг кого спасу. На что админ слегка зерзил, сказав, что если ты овца, то мы тебя сбреем. Выдал свои намерения. Я написал, мол, с таким счетом побед твой сигнальщик уже миллионер, и что не верю в занятие альтруизмом. Биржа круто оплатит слив толпы. Затем какой-то его подсос попереписывался в попытках как-то оскорбить и вывести на эмоции, рассказывая, что я не шарю в теме. Естественно, не повелся и не грубил. Затем админ написал, мол, давно меня хотел забанить, а до этого признавался в любви. Несколько раз за помощь в подписоте советами и борьбе со спамерами и разводилами. У меня подобное в группу не заходит. Видать, подобное притягивает подобное. Показывал ему свой канал, он сказал, мол, какой полезный, оставлю ссылку в чате. Видимо, рассчитывал, что солью ему подписчиков. Ждал такого исхода для подтверждения, что это точно кидалы. Схема стандартная. Заманивается на канал народ. Само собой сразу идет торговля рожей для повышения уровня доверия у жертв. На мой взгляд, если ты торгуешь рожей, то ты точно клоун. Деньги любят тишину. После текущего цикла для меня тема блогерства в крипте будет закрыта. Были большие ожидания, но по факту это просто трата времени для помощи кому-то, никак меня не кормящая. Тут либо продаешь жопку биржи и кидаешь всех, либо прозябаешь в нищете. Плюс все эти клоуны знают, что их потом никак не привлечь. Еще ни одного кидалу на тему торговли в крипте не посадили. Держите это в уме. Дополнительно несется всякий очевидный околобред про крипту. И мол, остерегайтесь, вокруг все вас обманут, а мы нет. У нас же аватарка крутая за много бабок. И мы альтруисты, хотим всем помочь. Хомяк сразу в шоке от таких откровений. Ведь он их впервые видит. Да и смотря много лет на всех этих крипто-цыган типа Эванса, генерировать сотни часов бесполезного контента они могут без проблем. У хомяка даже нет шансов в этом всем разобраться перед бритьем. Плюс народ же ленивый. Проще за пастухом идти и не включать голову. Также проще купить курсы за много денег. Еще одна популярная схема кидалова. Затем показываются обязательно фьючерсы. Не рассказывается только, что колебания бывают такими, что даже отсутствие кредитного плеча
также рано или поздно сбреет ставку. И не факт, что в нужный момент с плечом не начнут предлагать торговать. Подано это будет примерно так. Мол, верняк, сотни индикаторов говорят о росте. Голова и плечи, треугольники и прочая чушь от неработающего теханализа. Мол, никогда так не рекомендую и не делаю. Но сегодня все заходим с 10-м плечом. Верняк прет. А потом расскажут, мол, примите риски и убытки. Вы же взрослые, мы вас не принуждали. Биржи сами бреют, исходя из объема сделок и под планирование. Делают прострелы цены. Особенно на альте. На медвежке несколько раз наблюдал. И пару раз показывал в общем канале Телеграма на разных активах, которых шорти не хочу. И вдруг прострел в обе стороны. И все сбриты. Криптобиржи никто не регулирует. Они не несут ответственности, творя что хотят. Они щедро платят за слив подписоты в сигнальных группах на фьючерсах. Мне как-то приходило предложение. Речь может идти об откате в 70%. Там, где слышите слово фьючерсы, 100% сбреют. Естественно, не сразу. Первое время дадут подзаработать и полностью уверовать в каждый сигнал. Как это происходит, рассказывал в ролике «Фьючерсы за 10 минут». Шок-контент. Ссылка в описании. Гарантирую, что побреют на каждом канале, обучающем делать ставки на фьючерсах. Это стандартная практика. Биржи и киты зарабатывают не на крупных бабках, а на лохах. То есть на вас. Надеюсь, обидел. Чтоб мозг включился и заработал. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Ссылка в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег.